10 суток автономности, GPS, управление музыкой, отличный дисплей AMOLED, Always on Display на борту, 96 видов активности, автоматическое определение активности, есть отслеживание плавания, 12 курсов для физической тренировки с анимацией, оценка уровня кислорода и оценка уровня стресса, плюс умный будильник. И зачем я делал обзор на умные часы Honor Watch ES? Нет, неправильно. Отчего я купил после них Huawei Watch Fit? У меня же вроде есть мозг, да и опыт тоже. Точно вспомнил, мужики говорили, что к ним можно подключать наушники. Это же вещь за такие деньги и с таким экраном. Я бы сказал, даже прорыв. Можно теперь продавать Amazfit Pace. Или пока нет. Кратко, сразу перед роликом. Я так сильно еще ни разу не ошибался перед покупкой. И по факту я просто не так понял. И логично, что я не один. Трата времени и денег. Браслет хороший, но в нем нет того, что я от него ожидал. Теперь на руках у меня два хороших браслета. Точнее, браслетов и умных часов у меня штук 60. Но одинаковых, почти одинаковых, только два. Такое вот эмоциональное вступление. Красивые часики, как и Honor ES, но лучше раскручены. Сейчас расскажу про этот перебраслет и недоумные часы, плюс сравню их друг с другом. И, конечно, сравню близнецов. Tube 652, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. В описании условия розыгрышей, море девайсов, 5 Mi Band 5 серии, разыгрываю за лайк, подписку и комментарий к любому видео, ежемесячно розыгрыш 30 числа, стримы сохраняю с розыгрышами. Подробная информация в описании к видео. Подписывайтесь с лайком, пишите, что еще купить для обзора, а сейчас основное про умные часы Huawei Watch Fit и параллельно 6 различий их с умными получасами Honor Watch ES. Для начала, так как это сравнение, буду рассказывать вам практически как попугай, все, что рассказывал о браслете Honor Watch ES. На него вы, кстати, можете посмотреть мой обзор по ссылке в правом верхнем углу, ему еще недели нет. Упаковка, пакинг идентичен. У Honor, правда, раскраска интереснее по мне. Внутри одинаковые внешние часы, зарядные кабели, похожие инструкции и не похожие стоковые ремешки. Крепления у них разные. И у Honor они попроще. По мне удобнее, проще менять. Два различия мы уже нашли. Ремешки и коробка. Правда, они не сильные, но есть. Третье различие — это цвета. У Huawei нет белых часиков, только розовые, салатовые и черные. Вроде бы еще есть оранжевый вариант, но в продаже я его пока не видел. У Honor'ов салатового нет. Далее идем к программе. Чтобы работало все корректно, нужно установить Huawei-евские сервисы. И я вам скажу, со всеми моими телефонами у этих двух браслетов были глюки с ПО, кроме одного. Притом приличные. На айфоне вообще функционал обреза, на нем я чуть позже расскажу. И только мазохист будет жаловаться, купив Huawei к айфону, что чего-то ему не хватает. Нормально и без нареканий все работало только со смартфоном Huawei P40 Pro, что неудивительно. Программа отличная, все допилено, полный функционал в обзоре про Honor Watch ES. Самое интересное и бесполезное для меня — это подсчет уровня стресса и кислорода. Маркетинг рулит. В общем, все одинаково. Кроме четвертого отличия, у Huawei есть модуль GPS. И это значит, если вам нужно будет записывать трек, достаточно только взять с собой часы, и все. У часов Honor модуля GPS нет. Я буду это повторять, но у Huawei также нельзя заливать музыку и нельзя ничего к ним подключить. То есть как плеер они не работают, так же как и Huawei. Оба аппарата полностью на русском языке, как и программа, обладают экраном в 1,64 дюйма, автояркость работает по мне не очень, активация по повороту запястья тоже. Лучше активировать часы физической кнопкой, надежнее, точно активируются. Звонки приходят, как и сообщения. Смайлы не показывают, вибра неприятная, но силу его можно настраивать. Защита от влаги 5 атмосфер. Отслеживание плавания есть, но вот перевод местами улыбает. Вместо цели в настройках ель. Отслеживание беговых лыж нет, но есть биатлон. Вот такая странная система ниппель. Циферблатов больше сотни. Некоторые циферблаты можно кастомизировать. Анимированные циферблаты тоже присутствуют. Always on Display в наличии. Микрофона и динамика нет, приложения на часы никакие не установить, музыку не залить, отвечать на уведомления нельзя, NFC-модулей нет, оплачивать ими тоже нельзя. Пульс при активности по моим тестам считают пока ужасно. Нагрудный пульсометр не подключить. Wi-Fi и возможности управления умным домом, конечно же, тоже нет. Зато есть управление музыкой и работа в виде Bluetooth кнопки. Иконки приложений в сообщениях, откуда именно оно пришло, отображаются пока не все, и я думаю, все и не будут. Сейчас нет значка телеги и ВК. Смайлы не показывают даже в символах. Размер 45 мм на 29 мм на 12 мм. В транспорте шаги не считает. Отслеживание сна супер. Труслип вообще супер. Датчик присутствия помогает вам экономить заряд. Сняли часы, даже Always on Display отключается. Хотя это дело у меня прилично глючит и не всегда включается. Можно управлять плеером смартфона прямо во время отслеживания бега. И из секундомера можно выходить в процессе отсчета. Мультизадачность радует. За час тренировки с GPS часики поедают 6%. Без всего за день поедают 9%. Вызов отображается, его можно скинуть. С айфонами работают ужасно.
ужасно. При работе с iOS-системами управление музыкой не работает. Bluetooth кнопки нет, устанавливать циферблаты нельзя. Коряво работает отслеживание сна. Как вы уже поняли, пятое отличие — это наличие у хуавеевских часов модуля GPS. У Honor его нет. 12 часов непрерывного отслеживания трека у Huawei на одном полном заряде, конечно же, очень прельщает. Особенно бегунов-маньяков. 12 часов не каждый может пробежать. Шестое — это цена. Во время сейлов Honor немного дешевле, но незначительно. Плюс Honor на 1 грамм меньше весят. Это не будем выводить в отдельный пункт, но мелочь, а приятно. Посмотреть на цену на данный момент и отзывы можете по ссылкам в описании к видео. Цена сильно зависит от наличия распродажи в данный момент. Сейчас сейл, цена выгодная. Вне сейла неразумная. Резюмирую, советую только владельцам телефонов Huawei и Honor. Сам продукт удачный, но за эти деньги на сейле я бы попытался ухватить Honor Watch 2, обзор на который вы можете посмотреть в правом верхнем углу. Функций у них побольше. Сейчас идет распродажа, подписывайтесь на мой телеграм-канал с промокодами и выгодными покупками по ссылке в прикрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал с лайком, на канале больше 6 сотен быстрых обзоров. Посмотрите, все просто и оперативно, всегда. Условия всех конкурсов в описании к видео. Раз в неделю провожу стримы с ответами на вопросы, стримы сохраняю. И пишем, что еще купить на обзор в комментариях. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!